Всем привет, друзья! С вами опять Юрий Сербин. В очередной раз убеждаюсь, что мир не без добрых людей. В одном из своих видео я упомянул, что при покупке трактора у меня отсутствовал датчик горизонта фрезы, автогоризонт фрезы. Это такая очень полезная и нужная вещь. Ну, кому она нужная, кому не нужная. У меня трактор с этой электроникой очень напичканный, и именно этого датчика не хватало. И вот тот вот блок, что управление навеской, он фактически половина там вот этих вот регуляторов не работает через то, что отсутствует вот этот вот датчик фрезы. Я его активно искал, но оказалось, что это проблема, и фактически найти его в интернете нереально. И тут пишет мне мой подписчик Павло с Винницы: Паша, привет и спасибо тебе огромное, я от души тебя благодарю. Говорит, у меня трактор Янмар, только F215. Есть фреза, и датчиком я не пользуюсь. Могу тебе выслать вообще безвозмездно. В общем, пришел этот датчик. Паша дал мне еще и площадку под датчик. Площадочка та, что прикручивается на фрезу. Вот. Трос запасной к фрезе. Теперь у меня получается два троса. Один на фрезе, один будет запасной. И тяга с пружиной, та, что идет от фартух. Вот так вот, друзья, он подключается. Там под сиденьем есть розетка, куда его подключать. И вот таким вот способом этот провод, пружинка такая, и он вот так вот сюда вставляется. То есть, ну, вы поняли. И установил я ее, друзья, на плуг двухкорпусный, вот так вот на центральную стойку. Вот эта площадочка, что Паша мне прислал. Здесь буквально два отверстия я сделал и прикрутил на болтики. Датчик снимается вот таким вот простым движением. То есть вот. Здесь присутствует такая кнопочка. Когда она упирается в вот эту вот пластиночку, вот, автоматика включается. На тракторе есть другая площадка, куда устанавливается датчик, если он не нужен. И тут, видите, отсутствует вот эта вот пластиночка, которая упирается в кнопку. То есть, если сюда установить датчик, то он не будет работать. Датчик устанавливается только в одном положении. Такие два усика. Один шире, другой уже. Вот так вот. Нажали и провернули. И все, он стоит мертв. От площадочки идет такая проволока пружинчатая, изогнутая, куда тоже можно вот так вот таким способом вот так вот наматывать провод, чтобы он не переломился здесь. Вот. А вот это вот кольцо, это для троса, который идет на фартух, на фрезе. Здесь присутствует точная регулировка. Нижний болт зажимается намертво, а верхний можно немножко вертикаль регулировать. И, друзья, похожий датчик еще стоит таким вот дубликатом на тракторе. То есть один на тракторе, другой я установил на плуг. Ну или на фрезу, будем весной устанавливать. И теперь, друзья, заработали вот эти вот все мои крутилочки и под отверточку чувствительность. И вот эти вот режимы все я разобрался 100%. Знаю, какая крутилка, какой тумблер, за что отвечает, зачем они здесь. То есть, если кому-то нужно, я могу сделать отдельно видео, детально рассказать и показать наглядно, как работает каждая вот эта вот крутилка, тумблер, настройки на всех режимах. Расскажу, покажу, думаю, будет интересно. Ну и посетила меня одна такая мысль. Есть у меня огородик не вспаханный, там, где мы с Санькой сеяли горчицу ручной такой сеялкой, знаете, пластиковой. Вот. Я ее планировал пахать на огород. Ну вот тянул поближе к морозу. Но я думаю, уже время пришло, так как на ночь передают уже -5, так что нужно будет вспахать и забыть про все это до весны. Вот, друзья, короче, мысли, почему бы не поставить этот датчик на плуг. Если есть площадка вторая, вот, и датчик, и все работает. Попробовать, как плуг будет держать вот этот вот горизонт в борозде. Значит, я предполагаю два варианта. Это полная автоматика, что в борозде регулировка горизонта будет происходить автоматически. Вот немножко будет этот шток ходить туда-сюда, и плуг будет равняться. Или второй вариант, если это не пойдет, то, как вам сказать, пройду где-то третий раз, вот, и потом в борозде плуг опущу на автоматике, чтобы он взял горизонт.
и отключу автоматику, то есть чтобы он горизонт взял автоматически и потом уже пахать на одном положении. То есть или первый вариант будет, или второй. Будем смотреть, друзья, на огороде. Такого автоматического плуга я еще не видел нигде, так что я думаю, будет интересно не только мне. В общем, поехали со мной, попробуем.
В общем, что, друзья, такой вот у меня автоматический плуг получился. Сами вы видели, как получается, как оно все встает. Я ничего не регулировал, немножко центральным винтом задний корпус заглубил и как бы, ну, видите, какой результат. То есть автоматически все встает, горизонт держит. Захват немножко я там, ширину захвата отрегулировал и все. И в принципе дело вот так вот получилось. С вами был Юрий Сербин. Ставьте свои пальцы, пишите ваши комментарии. До новых встреч. Увидимся.